ты чувствуешь это. Словно воздух стал гуще, словно что-то приближается, но ты не знаешь и не можешь назвать, что это. Твоя душа точно знает. И Таро сегодня даст ответ, что произойдет со дня на день. Что изменит твою реальность, и в ближайшие дни произойдет неожиданно и судьбоносно. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшнее наше онлайн гадание на картах Таро для мужчин, для женщин. Это будет общий расклад на события ближайших дней и что случится со дня на день. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свой поток и получите советы, подсказки, инсайты, может быть даже где-то лайфхаки вашей судьбы. По традиции начнем с того, что просканируем вашу реальность и посмотрим вашу энергетику в преддверии перемен. Смотрите, вокруг вас на энергетическом уровне сейчас чувства. То есть вы, по сути, находитесь в таком состоянии, как приемник, как детектор, да, определитель неких ощущений, переживаний. То есть вы находитесь в состоянии переживания какой-то эмоции. Возможно, эта эмоция идет из вас, и вы ее пытаетесь понять, контролировать, настроиться на какой-то процесс, стать ближе с кем-то, стать ближе кому-то, стать более открытой кому-то. А возможно, может быть, наоборот, вы закрываетесь от кого-то. Тем не менее, на энергетическом уровне вы находитесь в состоянии попытки контролировать эмоцию. Ну и здесь немножечко о ракушке. Ракушка — это всегда закрытость. Почему-то у меня такое ощущение, что вы скрываете больше какую-то эмоцию. Возможно, потому что не готовы кому-то открыться. А возможно, просто боитесь открыться кому-то. Да, вот так. Вы в последнее время просыпаетесь с ощущением, как будто бы вам нужно сделать выбор, и что вы влюбились. Что вы, в принципе, стоите на пороге каких-то событий, и что перед вами открытая дорога, и что вас ничего не держит. Что вы свободны, и что вы, возможно, влюблены или любите кого-то. И пришел час, или пробивает час, или вот-вот произойдет момент, когда вам нужно сделать выбор. Вас тянет вперед ваша мудрость, ваша зрелость, ваш опыт. Ваше умение самостоятельно решать свои проблемы и брать ответственность на себя. Даже если вы не видите эту силу своего опыта, эта сила все равно движет вами и движет вас вперед. Вы умеете выйти из ситуации самостоятельно, собственными силами, и не попасть, возможно, в какую-то ситуацию, потому что вы мудры, и мудрый человек никогда не попадет в ту ситуацию, из которой умный человек найдет выход. Поэтому ваша сила — это неторопливость, неспешность, мудрость,
накопленный опыт и зрелость. И вот эта вот зрелость, особенно если вам после 33, она работает уже на вас. Хорошо. Вы ощущаете тревогу, которую вы не можете объяснить себе. И она связана с возможностями, которые вы еще не реализовали. То есть вас тревожит возможность реализовать или не реализовать то, о чем думаете. Поэтому мне кажется, что ваши тревоги, которые вы ощущаете, но не можете объяснить, связаны как минимум с самореализацией, с пониманием, кто вы, для чего вы, кто вы на самом деле, зачем вы пришли в этот мир, или что вам делать дальше, после того, как некий участок или этап вашей жизни в процессе кармических самореализаций уже пройден. Например, в вашей жизни закончился какой-то этап, и вы не понимаете, а что дальше, и это может вас тревожить. Также вас может тревожить выход из конкретной ситуации, каким способом выходить из той ситуации, в которой вы находитесь волей или неволей судьбы в каких-то обстоятельствах. Ну, смотрите, прямо сейчас вас требует перемен энергия. Во-первых, это энергия огня, энергия планов и намерений. И вот что в тебе требует перемен? Твой мужской аспект. И вот здесь нужно понимать, ты сильная женщина или ты слабая женщина? Ты сильный мужчина или ты слабый мужчина? Если ты, смотри, если ты сильный, тебе нужно быть более мягким, более податливым и ослабить хватку. А если ты слабый, то, соответственно, тебе наоборот нужно усилить хватку и накапливать силу и готовиться применять эту силу. Король жезлов, но в женском исполнении. Для мужчины нужна гибкость, а для женщины нужна большая жесткость и, возможно, больше силы, да, проявлять больше сил. Находясь в своей повседневности, ты упускаешь уверенность в себе и упускаешь возможности сделать больше, чем ты можешь на самом деле. Ты получила знак, что жизнь не стоит на месте. Ты постоянно получаешь знаки, что жизнь не стоит на месте, но ты их игнорируешь. Время неуклонно идет вперед. Ты теряешь время, но не реализовываешь то, что можешь или должна была бы реализовать. Ну или на что ты способна реализовать. Смотри, ты попала на этот расклад в этот момент, потому что у тебя есть возможность реализовать свою силу, энергию, опыт, знания, намерения, планы и мечты. Они находятся внутри тебя. Они сконцентрированы в твоей силе и в твоей энергии, которую ты можешь еще полноценно реализовывать.
но сомневаясь, упускаешь время. Поэтому ты и попала в этот момент на этот расклад, потому что сила из тебя просится на свободу, энергия просится на свободу, энергия жизни пробивается, и управляя этой энергией, ты можешь творить свою новую реальность. Тебе мешает увидеть то, что происходит рядом, то, что ты берешь на себя много, больше, чем можешь взять, но то, что ты берешь на себя, это, скорее всего, связано со стремлением справедливости или связано с какими-то правилами или с какими-то законами или с каким-то там кодексом или стереотипами, которые мешают тебе двигаться дальше. Решая чужие проблемы и вопросы, ты отягощаешь себе жизнь и мешает тебе это увидеть, то, что происходит рядом. Ну, где-то, может быть, твоя карма мешает тебе, но больше тебе мешает то, что ты несправедливо берешь на себя больше, нежели тебе действительно нужно. И избавившись от планов и намерений не своих, возможно, каких-то кармических моментов, как кармических грузов, ты могла бы увидеть, что происходит вокруг тебя, осознать это и пойти, возможно, другим путем. Ты заглушаешь свой внутренний голос разума. Ты заглушаешь внутренний голос твоей хитрости. Ты заглушаешь внутренний голос своего зверя. Но этот внутренний голос, который ты заглушаешь в себе или приглушаешь, он мешает тебе сохранить то самое ценное или реализовать то самое ценное, на что ты способен или на что ты способна. Не заглушая этот внутренний голос, ты бы смогла осознать или услышать или понять, что истинно ценно для тебя на самом деле. Давай посмотрим, что уже в пути в ближайшее будущее или в ближайшем будущем, какие энергетики и события будут проявляться в твоей реальности. К тебе идет власть, к тебе идет богатство, к тебе идет мужчина, к тебе идет бизнес, к тебе идет развитие, к тебе идет весь мир, но ты пока что этого не замечаешь. Император. В ближайшие дни тебе будут открываться двери знания, двери обучения, двери понимания, двери переговоров, языков и двери мужчины, двери брака, бракосочетания, замужества и женитьбы. Ну и двери института семьи. Также это двери родительские, особенно двери отца. Здесь рядом император и иерофант. Неожиданно проявится свет, понимание, знание, мужчина, сила Бога, энергия, здоровье. И это очень многое изменит в твоей жизни.
К этому тебя подтолкнет стресс, к этому тебя подтолкнет внезапное разрушение, потеря или события, связанные с болью, страданием. То есть некая шоковая ситуация подтолкнет тебя к тому, что будет происходить по предыдущим 3 картам, а также по картам, которые будут дальше. То есть тебя ждет какое-то столкновение, может быть удар, потеря, может быть какой-то шок. Ну и башня — это всегда о крушении чего-то спонтанном или внезапном проявлении неких сил, контролировать которые ты не сможешь. Будет какой-то удар или не очень приятный сюрприз в твоей судьбе. Смотри, здесь 10 жезлов, тяжелая карта. Поэтому, именно ситуация, в которой пословица, говорящая о том, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее, поможет тебе прийти к вот этим переменам и событиям в твоей жизни. И триггером станет именно аркан башня. Вот смотри, в твою жизнь с порога и без предупреждения входит богатство, роскошь, успех, и, возможно, какой-то очень дорогой подарок судьбы или судьбоносный подарок. Это может быть женщина, для женщины это подарок и деньги, и успех, а для мужчины может зайти судьбоносная женщина, которой можно и нужно подарить ценное, чтобы не потерять более важного. В сфере отношений изменится то, что тебя держало и не давало идти вперед, отпустит тебя и не будет на тебя больше влиять и перестанет иметь для тебя значение и авторитет. В сфере финансов тебя ждет успех, радость, и объединение усилий приведет к улучшению твоих финансовых обстоятельств и твоей финансовой ситуации. Несмотря на то, что ты будешь чувствовать где-то боль, где-то разрыв, может быть, тебе придется разрываться на части, тебя ждет все равно успех в тех моментах, на которые тебе уже обращают внимание карты. Но на уровне чувств тебе будет некомфортно, возможно, больно и неприятно. Ты освободишься от бремени рода, возможно, от некой суммы, возможно, тебя ждут финансовые потери в области недвижимости или каких-то стратегических вкладов, но это, тем не менее, придаст тебе силы, то есть то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее, и лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Потери неизбежны. Но именно боль потери и проживание этой потери и приведет тебя в конечном итоге к той силе, которая в перспективе будет творить. Поэтому если ты переживаешь сейчас потери, то очень скоро эти потери обернутся для тебя по судьбе очень ценным подарком и очень ценным приобретением. Помни, не теряя, не отдавая, не жертвуя, ты не приобретаешь. Так устроена причинно-следственная связь и закон сохранения энергии во Вселенной. Поэтому влияние родственников,
влияние каких-то кармических связей, долгов особенно. По этой карте это кармические долги и кармические результаты, родовые программы и рядовые связи. Избавляясь от них, ты попадаешь в нужное время в нужных энергетиках. У меня такое ощущение, что влияние какого-то авторитетного мужчины для тебя перестанет иметь значение. И это влияние, отсутствие точнее этого влияния, придаст тебе силу и улучшит твое материальное видение реальности или твое материальное бытие как подарок. То есть это может быть избавление от каких-то ненужных моментов в твоей жизни и приобретение чего-то нового. Ты, возможно, продашь что-то с потерями и приобретешь что-то новое, но с перспективной выгодой в конечном итоге. Смотри, скрытая сила, которая дремала в тебе, проявится способностью освободиться от кармических тяжб, кармических страданий и связей, которые тебя не пускали вперед. Поэтому твоя сила, благодаря тому, что ты потеряешь, ты потеряешь в материальном мире, но обретешь силу, чтобы расправить плечи, распрямить силу и отправиться в новый путь, где ты будешь независимой или независимым от тех кармических узлов, обстоятельств и родовых программ, в которых ты пребывал или пребывала все это время. Поэтому действительно здесь придется терять для того, чтобы обретать свободу и независимость. Прекрасно. Давай посмотрим людей и влияние на будущее, да? Из прошлого может внезапно появиться мужчина, парень, мальчик, может быть сын. И тебя ждет визит, к которому ты, возможно, подсознательно присматриваешься или подсознательно готов или готова. И вестник прошлого может нанести тебе визит. За тобой молча наблюдает мужчина на расстоянии. Скорее всего, он огненной стихии. Рядом паж жезлов, это рыцарь жезлов. И этот человек, возможно, часто переходит из одной реальности в другую или находится в состоянии переезда, поездок, частых, активных и спонтанных смен места жительства или пребывания. Возможно, он какой-то летчик, может быть моряк, может быть водитель, драйвер, да, путешественник и так далее. Это может быть также любовник, поэтому за тобой наблюдает этот человек, рыцарь жезлов. По знаку зодиака он скорее всего стрелец, либо любой другой огненной стихии. Тебе желает добра, но действует в тени мужчина, скорее всего. Этот мужчина, он отрабатывает какую-то кармическую свою программу. Он, скорее всего, дева, чистый знак дева. Телец, особенно телец. На втором месте дева или козерог. Этот мужчина не беден, самодостаточен, занимается своим делом и находится на своем месте. Может быть отец. В твою судьбу готов вмешаться прямо сейчас человек, который любит тебя и испытывает к тебе чистые чувства. Это взаимные чувства, поэтому, возможно, этот расклад подсказывает о том, что ты на самом деле готова или готовишься к открытию своих чувств
и принятию чужих чувств, ну или чувств извне. Но ты же к ним пока закрыта, да, как бы. Тебя держит на месте своим словом, своими энергиями человек, которого ты не готова отпустить, или тот человек, который не готов отпустить тебя. То есть это человек из прошлого, с которым у тебя есть болезненный психологический или психоэмоциональный опыт и взаимосвязь. Особенно по повешенному. Карта ложится именно на повешенного. Поэтому тебе от повешенного нужно избавляться, особенно если это родственник, и особенно если он тебе причинил боль и страдания. Рядом башня и тройка мечей. Слышишь? Может быть, было такое, что тебе кто-то сказал что-то вслед. Но это не с глаз, это больше какой-то эмоциональный посыл. Например, я тебя никогда не забуду или я тебя никогда не прощу. Вот он своим словом, мыслью и энергией мешает тебе двигаться вперед и реализовывать то, о чем мы здесь с тобой говорим сейчас. Ключевым человеком в ближайшие дни станет персона, да, или станет тот человек, который, ну или с которым тебя связывает боль и страдания. Возможно, какие-то финансовые потери или негативный жизненный опыт. Это может быть и любовник. Человек, о котором ты постоянно думаешь, очень скоро почувствует, что ты имеешь над ним контроль и управление. Смотри, он не будет ничего предпринимать, этот человек, почувствуя над собой твой контроль, и постарается удержать свое. Он постарается не потерять свое. И постарается сделать так, чтобы твой контроль над ним не забрал у него то, что ему дорого. То есть он попытается оставить при себе. И не передать под твой контроль то, что дорого ему, этот человек. Но ты его этого, скорее всего, не ждешь. Но со дня на день, несмотря на то, что будет происходить между этим человеком и тобой, ты будешь все равно чувствовать к нему тяготение, окрыленность, влюбленность. И ты будешь стремиться к этому контролю, а он будет стремиться отгораживаться от тебя. Поэтому, возможно, у тебя будут некие посылы, позывы и тяготение к какому-то человеку, а он не будет к тебе взаимен. Ну вот, пока так. Но, возможно, этот опыт тебе для чего-то нужен. Вот для того, чтобы сдвинуть ситуацию, тебе нужно разорвать связь, которая была с прошлым, десятка мечей. И вот союз или связь с тем, что тебя держит, не прикрытая связь, вот повешенные, это уже вот десятка мечей, повешенные это одни и те же карты, 22, не дают тебе выхода по 22 в новый мир, новому духу. Поэтому разорвав те связи, которые тебя держат, ты сможешь, ну, как бы более гармонично реализовывать с этим человеком, с которым у тебя не налаживается связь. Вот смотри, десятка и четверка, 14 это как раз налаживание связи, гармонизация кризисной ситуации.
Поэтому внутреннее понимание необходимости прекращения влияния прошлого даст тебе возможность более гармонично влиять на ту ситуацию с человеком, с которым у тебя сейчас происходит попытка открыться, принять, открыться и отпустить все прошлые проблемы. Оп, видишь, открытие как закрывается, интересно. Вот. Закрылись карты. Ну окей. Вот так. Ну давай посмотрим, какие прозрения, повороты судьбы, развязки будут происходить совсем скоро. Точкой переключения или триггером или поворотным моментом станут чувства мужчины, станут эмоции мужчины по отношению к тебе. То есть поворотный момент — это эмоциональный мужчина, и мужчина будет открываться тебе. Этот мужчина, скорее всего, Скорпион, Рак или Рыба. Но, тем не менее, какой бы он ни был знак зодиака, он будет открывать тебе свои чувства. Если ты ничего не будешь менять в ближайшие 72 часа или в ближайшем будущем, тебе не станет хуже. Поэтому прислушайся к своему сердцу, к своему потоку и не делай резких движений. Но постарайся сохранить ощущение счастья, комфорта и близость к человеку, который тебе дорог. Если ты позволишь потоку вести себя, вот что произойдет. Это неплохой вариант, но торопиться опять-таки не нужно, и ты будешь приближаться к своей мечте медленнее, но все равно верным путем. Поэтому, если ты позволишь потоку вести себя, ты пойдешь тоже правильным путем. Но все-таки спешка и настаивание или давление не лучший вариант в твоей ситуации, с чем бы эта ситуация не была связана на данный момент. Поэтому, если ты позволишь потоку вести себя, ты пойдешь чистым путем или путем очищения и освобождения. Это будет верный путь, особенно если он связан с неторопливостью и путем естественного потока. Внезапно откроется правда о родственнике, о мужчине, о недвижимости и поездке. Поэтому информация, которая связана со всеми этими аспектами, откроется тебе очень скоро и будет тебе помогать. Она поможет тебе ускорить тот момент или ту ситуацию, которую ты хочешь ускорить, но у тебя пока не получается, она пока стопорится. Поэтому тебе откроется информация и правда о том, как ускорить некий процесс, который связан с родственниками, с поездкой, с мужчиной, может быть даже с бизнесом, ну и может быть с недвижимостью и с твоими родственниками, особенно с родителями. С тобой будет откровенен и снимет маску тот человек, которому ты питаешь чувства, или, возможно, тот человек, которого ты любишь, или который очень близок к тебе. Неожиданно, резко, внезапно разбудит тебя вот это вот событие. Ну, давай скажем так, это волшебство, это маг, да, это мужчина, это событие связано с мужчиной, с магией, и событие, где ты
будешь, возможно, подвержен или подвержена энергией магии, энергией намерения. Это энергия Бога, Творца, поэтому внезапное Божье провидение или влияние сильного мужчины разбудит тебя. То есть взмах волшебной палочки, скорее всего, от мужчины, но может быть это какая-то ведьма, конечно, здесь мы видим и женщину. Поэтому все равно это мужская энергия, это энергия магии, и внезапное влияние белого мага, белой магии, чуда и высших сил разбудит тебя. Это будет неожиданно, мощно и, ну, давай так, побуждающе тебя к переменам в твоей судьбе. Давай услышим послание судьбы. Что говорит тебе Вселенная этим раскладом прямо сейчас? Вселенная тебе говорит: откройся, откройся миру, не закрывайся в себе, будь готова открыть свои чувства. Перестань винить себя и обижаться на других. Помни, что чувство вины и обида, где-то это, может быть, где-то это на какой-то момент и обитель, но она разрушает тебя. Ты не укроешься и не скроешься от самого себя, убегая от себя самого. В чем твоя сила, которая проявится в ближайшие дни? Твоя сила в твоей тени. Твой теневой дьявол, или как, ну вот в сериале, да, твой темный попутчик будет твоей силой. Поэтому тебе нужно проявлять свою тень. Тебе твоя тень в ближайшие дни и поможет на самом деле. То есть то, что ты отталкиваешь, станет твоим попутчиком, союзником и станет подспорьем в достижении каких-то моментов или преодолении сложностей в какой-то ситуации. Чтобы не упустить свое, тебе нужно сделать шаг, первый шаг, который будет, которым ты будешь руководствоваться из сугубо эгоистичных мотивов, в своих интересах. То есть свой эгоистичный шаг, подумав о себе, отталкиваясь от своих интересов, если ты его сделаешь первым, ты не упустишь свое. Если ты будешь альтруистом в ближайшее время, или хорошим, или удобным человеком, ты упустишь свое, ты проиграешь. Если ты будешь эгоистом, если ты будешь дьяволом, условно говоря, плохим, неудобным, нехорошим, тогда ты своего не упустишь. Услышь это. Когда все это случится, ты поймешь, что не зря твои эмоции и попытка их контролировать, попытка их открыть или придержать, в твоих эмоциях, внутри тебя, в глубоком-глубоком колодце, в дьяволе, хранится истинная сила твоего творчества, твоего мужского и женского начала. И благодаря этой силе отныне и во веки веков ты можешь творить свою реальность самостоятельно. Тебе откроется сила Творца материального мира. И в этой силе, и благодаря этой силе ты сможешь в материальном мире производить, или добиваться, или получать, или зарабатывать, или притягивать к себе то, к чему ты по-настоящему стремишься, и то, что тебе действительно нужно для того, чтобы быть по-настоящему счастливым и по-настоящему
получать удовольствие от света и тени, которые и создают все слои твоей реальности, твоего мира. И ты поймешь, когда все это случится, что ты не зря искал ту тонкую грань между светом и тенью на пути к самому себе. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и мир, который окружает вас. И не забывайте помогать силам света, которые борются с силами тьмы. Сами знаете где и сами знаете как. Все будет хорошо. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Увидимся. Папа.